И я утверждаю вам, что именно такая внутренняя политика позволила случиться войне. Потому что экономически мощные страны на них не нападают. А вот то, что он делал 3 года до войны, находясь на своей должности, вот именно ничего не делал, проваливал, он тогда тоже занимался внешней политикой? Или чем он тогда занимался? Якщо є питання до податківців і вони охренели, я розберусь. Здравствуйте. Фактически на пресс-конференции Зеленский признался в том открытым текстом, в чем я давно, не то чтобы подозревал, то, что я вам давно рассказывал. Он признался в том, что он вообще не занимается внутренними делами, только внешними. Давайте прямую речь послушаем. Ви зачепили питання стосовно бізнесу і стосовно майбутнього. Буквально вчора у нас вийшла стаття про нову хвилю міграції з України, наших промисловців, нашого бізнесу. І там, зокрема, вони втікають не лише від війни, а й від високих податків, рейдерства і незрозумілості ситуації з електрикою в майбутню зиму. Скажіть, чи відомо вам про цю ситуацію і які конкретні кроки, можливо, робляться вже чи планують робитися в майбутньому? Дякую. Дивіться, всі деталі мені невідомі. Я більше займаюся сьогодні міжнародною політикою і зброєю, скажу вам відверто. А всі економічні виклики – це дуже важливо для мене. Якщо є питання до податківців і вони охренели, я розберусь, наприклад. Якщо щось відбувається не по закону, не за законом, то давайте будемо розбиратися. Завтра поставлю це питання. Що стосується електрики, питання дуже складне. Ми пройшли блекаут. Якщо бізнес каже, що не зрозуміло, що буде з електрикою, з цінами на електрику, тому вони їдуть, це брехня відверта, вибачте, тому що електрика за кордоном просто в рази дорожча, ніж в Україні. Швидше з наявністю, перепрошую. Наявність, перемогти Росію, треба бути тут і перемагати їх, а не просто сказати, ми поїхали, бо з вами нічого не зрозуміло. Мені здається, це така собі політика. Тут, вибачте, в цій частині питання я не погоджуюсь, тому що я вважаю, що якщо людина не знає, буде електрика або не буде, боріться за це. Ми боремося, електрика є. Чи я можу сказати, що взимку не буде блекауту? Як я це скажу? Але ми робимо все, щоб цього не було. Ми точно будемо потужніше, ніж це було минулої зими. Ми точно до цього серйозніше ставимося ще, тому що ми пережили блекаут, але ми це пройшли. Нам допомагали і партнери, і, чесно кажучи, і температура допомагала, природа допомагала, це правда. Але ми дуже багато всього зробили, дуже багато і винахідливого, що підтверджують всі наші партнери і бізнес. А що стосується, наприклад, енергетики, з багатьма державами побудована логістика. І, наприклад, Саудівську Аравію я їздив, і там були партнери арабського світу, які у разі тих чи інших дефіцитів будуть нас забезпечувати допомогою. У мене є домовленості. Дивіться, ми не знаємо, яка буде зима. Може, до зими ми вже переможемо. Може бути. Може бути. Дивіться, ми хочемо. Тому що таке перемога, ви ж знаєте, у всіх вона різна. Да. Тому я вважаю, що бізнесу треба допомагати. Ще раз, якщо є питання рейдерства або щось там в податковій виходить, скажіть, давайте інформацію. Ми точно будемо допомагати. В будь-якому випадку я з міністром фінансів, з прем'єр-міністром проговорю, з Службою безпеки проговорю. Це я погоджуюсь з вами. Будь-яка людина за таке повинна бути засуджена. А якщо бізнес шукає де, як, вибачте, війна. Такой стиль управления, который он сейчас показал, это полностью стиль Лукашенко. Лукашенко стайл. Я вам никогда за село не прошу. Никогда, запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы мне наведете там порядок.
А, кто там, охренели налоговики? А ну-ка скажите, кто? Сейчас я им там вставлю и все непременно заработает. Это совковый стиль управления, это в плановой экономике так работает. А в рыночной экономике действуют совсем другие законы. На всякий случай, ради справедливости скажу, но мои подписчики прекрасно это от меня слышали постоянно. Никогда не говорил, что Зеленский где-то проваливает внешнюю политику, или что у нас что-то не так с внешней политикой. Оружие выбивают, по внешней политике никогда не предъявлял ему никаких вопросов, никаких претензий. Но не может быть никакой внешней политики без внутренней. Внутренние дела полностью провалены. Утверждаю, что на сегодняшний день настоящим президентом Украины, реально влияющим на процессы, определяющим стратегию, а вернее полное ее отсутствие, является Андрей Ермак. Представляете, только вчера я сказал о том, что я бы день и ночь на месте Зеленского думал, как вернуть украинцев домой, потому что пока все чиновники открытым текстом говорят, что не вздумайте, сволочи, возвращаться, и уже даже некоторые министры. Так он на пресс-конференции конкретно сказал, что я считаю, что вернуться в Украину должно больше людей, чем выехало. Но может тихоря там посматривает мои видео все-таки, не все так безнадежно. Но если серьезно, он говорит, что вернуть можно людей следующим способом. В Польше наши люди работают за 1000 евро, и если в Украине 500-600 евро, то, конечно, надо этот вопрос менять. Я хочу сказать Владимиру Александровичу, что он не в курсе, но за 1000 евро никто в Польше не работает. Более того, он не в курсе, 600 евро в Украине, это 24 тысячи гривен практически, не зарабатывают массово люди. Поэтому ему надо сесть, и чтобы ему показали, если он не знает реальные цифры. Ситуация печальная. В том-то и дело, что даже Польша, которая это не супердержава какая-то, не сверхдержава, она далеко уже впереди. И возвращать людей нужно совсем другим отношением к людям и уровнем свобод, и совсем другим, главное, бизнес-климатом. По поводу бизнес-климата ему тоже задали вопрос. Он сказал, что готовится гениальная новая налоговая реформа. Но, внимание, она будет, конечно же, после войны. Это просто более дурного ничего я вообще в своей жизни не слышал. Почему это утверждение в корне неправильно, я расскажу ближе к окончанию видео. Досмотрите до конца, потому что это очень важно понимать. И причина, по которой он сказал, что после войны только можно поменять налоговую систему, бизнес-климат, потому что сейчас МВФ не позволит, это старая отговорка, нам МВФ не позволит. Фактически он расписывается в следующем, что Украина будет всегда жить под внешним донорством, что никогда ни он, никто у него в администрации, в офисе не рассматривал вопрос тот, что Украина должна сама определять свою политику и сама решать свои экономические вопросы. Он продолжает хотеть быть и планировать быть на игле МВФ и других доноров. И я утверждаю вам, что именно такая внутренняя политика позволила случиться войне. Потому что экономически мощные страны на них не нападают. А вот то, что он делал 3 года до войны, находясь на своей должности, вот именно ничего не делал, проваливал, он тогда тоже занимался внешней политикой? Или чем он тогда занимался? Нет, он занимался внутренней. В каком стиле? Миллион этих видео в Ютубе, СБУшники, так, ты там стань, выйди, так, вы все уволены, будут новые, таможенники, вы все уволены, будут новые. Это именно это он сейчас пообещал, что я сейчас их тут разорву, я сейчас с вами разберусь. Владимир Александрович, вы не знаете, кто такой Данил Гетманцев? Вам петиции, вам не подсовывал крупный бизнес, даже уже включился, не подсовывал разные бумажки. 1+1, не чужой для вас канал, песочит уже теперь, слава богу, Гетманцева с утра до ночи. Все крупные журналисты, расследователи им занимаются. Вы тоже этого всего не видите? Да, я понимаю, что вы заняты внешней политикой. 1 день в неделю вы можете, в 2 недели, 1 день вы можете себе позволить подумать про экономику? Это значит, что в голове у этого человека, который является президентом Украины, экономика 29-й пункт. Я еще раз подчеркиваю, я прекрасно понимаю сейчас важность внешней политики и важность того, что они выбивают оружие. Поэтому у меня нет ни одной претензии к нему, хотя я его презираю. Но я хочу быть объективным и справедливым. А теперь переходим к главному. Ни одна война не выигралась без экономики. Я утверждаю вам, что все войны именно и только экономикой и выигрываются. И очень жаль, что очень многие люди, кто-то забыл, кто-то может не знает, Вторая мировая война и ленд-лиз, который дала США тогда Советскому Союзу, у всех в голове только оружие. На самом деле был очень мощный продовольственный ленд-лиз. Это медикаменты, которые Советский Союз не мог просто производить, такие как надо и столько, сколько надо. И продукты питания. Вот вам и великая махина. Кто поставлял? Вообще коалиция выиграла войну. Не только Советский Союз, а Британия, США и Советский Союз. И кто производил тогда все боеприпасы, вернее в каких экономиках и главное продовольственный ленд-лиз? В системе капитализма.
плановая экономика обосралась. И Сталин, и все это обосралось, потому что они жили плановой экономикой. А Зеленский управляет именно в стиле плановой экономики. И это самое главное в голове у него, что никак не укладывается. И он этим, то, что он сейчас сказал, он этим подписал как бы себе приговор. Он открыто сказал, что другие люди рулят страной. Эти же люди туда сами не зашли, ногой дверь в кабинет не открыли, их туда посадил Владимир Александрович. Значит, Владимир Александрович туда посадил таких людей, которые его подставляют, это мягко сказать. Они разрушают просто-напросто страну. На маленький Тайвань не осмеливается напасть огромный, просто огромный Китай, потому что вписывается Америка и потому что сам Тайвань, несмотря на свои небольшие размеры как государство, он как раз успешен, Тайвань. И там как раз полный капитализм. И если бы мы делали все правильно до войны, то у нас уже было бы все для того, чтобы Путин не осмелился сделать то, что он сделал. В самой худшей ситуации это опять что-то случилось бы на Донбассе, что не имело бы ни такого количества жертв, ни самое главное таких разрушительных последствий и целых городов, кладбищ, которые мы сейчас видим, и, к сожалению, та трагедия, которая вчера в Новой Каховке случилась. Это я просто сейчас пытаюсь привести в чувство многих, потому что некоторые уже начали: все, он все правильно делает, сейчас война закончится, будут новые налоги. Это очередное наебалово от офиса президента. Так не бывает. Нужно сейчас было вводить налоги, чтобы все побочные эффекты, как они там думают, что их много, или говорят, что они так думают, на самом деле они, может быть, все и прекрасно понимают. Все то, что там повылазит, его как бы исправить в момент войны, чтобы после войны уже все шло стремительно вверх. Так они только обещают после войны. А после войны знаете, что они вам скажут? Первое, конечно же, МВФ не разрешает. Люди, нам же нужны бабки на восстановление. А нам сказали, что при неолиберальных реформах и неолиберальной экономике нам не дадут эти деньги. Вот что они вам скажут. Нам скажут: так что, страну не восстанавливать, чтобы только налоги низкими сделать? А как же тогда жить, скажут? Ой, а пенсионеров как кормить? Это видео не будет удалено, во всяком случае мной. Закончится война, дай бог. Вернетесь к этому и переслушайте. Именно так это все и будет. Подводя итоги, в сказки эти я не верю. Но что меня обрадовало, и думающие люди все это увидели, он сам того как бы не осознавая, на самом деле сказал чистую правду. Он рассказал, как все работает. И еще раз говорю, слава богу, ничего не удаляется с канала. Мои слушатели прекрасно знают, что я каждый стрим толдычил одно и то же. И говорил, что он не управляет внутренней ситуацией. Все подтвердилось. Поэтому, когда вы пойдете голосовать в следующий раз на выборах, а это, я думаю, будет в марте следующего года, или там в ДИ это будет, вы когда будете ставить напротив Зеленской фамилии, честно, чтобы он в скобках написал Ермак или кто там рулит вообще. Что он страной не рулит. И если вы считаете, что это там худшее, что я о нем слышу, что это классный президент для военного времени и ужасный для мирного времени, что отчасти является правдой, многие люди причинно-следственную связь путают. Мы не Тайвань, что мы делали все правильно, жили классно, там Китай хочет испортить жизнь, здесь Россия хочет, Путин испортить жизнь. Не так. Все шло вниз, экономика шла к краху, реформы не проводились, политика Зеленского полностью ужасная, провальная, катастрофические последствия для Украины. Вот и все. А теперь они хвастаются внешней политикой и тем, что они оружие выбивают. Думайте, решайте сами. Только очень теперь легко будет отконтролировать то, что он задекларировал про зарплаты, про возврат украинцев. Он просто, наверное, не понимает, как легко его разложить просто на молекулы, все его высказывания и все его дальнейшие действия. Поэтому, Владимир Александрович, привет вам, привет вашему офису, привет Ермаку, привет Гетманцеву и всем остальным, кто разрушает Украину. Советую вам и прошу вас все-таки один день в неделю уделять внутренним делам. Заглядывать в соцсети, хотя я уверен, что вы их смотрите, и слышать немножко, что говорит бизнес, потому что без бизнеса вы ничего не отстроите. Ну разве что будете как Лукашенко жить в плановой экономике, на дотациях. Тот на дотациях у России, а мы на дотациях у МВФ. Пока.